Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Чтобы приготовить эту старинную выпечку, необходимо активировать сначала дрожжи, сделав опару. 25 граммов свежих дрожжей смешиваем с таким же количеством сахара. Свежие дрожжи от сахара начинают таять. Если дрожжи у вас сухие, то возьмите 7 граммов. Добавляем теперь 6-7 столовых ложек муки из общего веса по рецепту, чтобы довести опару до средней густоты. Вливаем 300 мл теплого молока, температура которого 36-40 градусов. Размешиваем. Готово. Накроем опару, оставив на столе на 30 минут. А пока можно ставить варить 750 граммов картофеля. Соль сразу сюда не добавляю. Картофель варится, и опара уже готова. Смотрите, как она должна выглядеть. Пышная, объемная, пузырится. Если ничего не происходит, то следует сменить дрожжи. Возможно, они просрочены. Но мы смело добавляем чайную ложку соли, размешиваем, подсыпаем муку, загущая тесто. На этом моменте, когда стало неудобно мешать лопаткой, вливаем 50 мл растительного масла без запаха. Вмешиваем руками. Снова добавляем муку, чтобы получить не липкое, мягкое и обязательно хорошо вымешанное тесто. Количество муки может разниться, все зависит от производителя и свойств самой муки. Мне понадобилось ровно 500 граммов муки. Идеальное тесто, собранное в шар, держит форму, не растекается в стороны, при этом не липкое, но мягкое. Вес готового теста 900 грамм получилось. Убираем тесто в миску, слегка смазывая маслом. Накрываем теперь уже на 60 минут. Убираю в теплое место. Картофель сварился, сливаем с него всю воду. Добавляем по вкусу соль и 80 граммов сливочного масла. Растолчем в однородное пюре. Главное, следите за тем, чтобы пюре не было жидким. Это важно. Иначе оно просто растечется при выпечке. И когда оно немного остынет, добавляем одно сырое яйцо, перемешаем. Сейчас видим, что пюре не стало жидким. Можно добавить еще один яичный белок. Снова тщательно перемешаем. Когда картофель горячий, то яйцо может просто свернуться. А так получается нежная, воздушная и вкусная начинка. За 60 минут тесто хорошо поднялось. Разделим его на 8 частей, но предварительно само тесто вымесим. Шанишки или шаньги всегда, за исключением пары особых рецептов, не сладкие. Этим как раз они отличаются от привычных нам ватрушек, где начинка чаще сладкая. Еще есть одно отличие, о нем расскажу чуть позже. А пока кусочки теста собираем в округлые шарики, накрываем на 15 минут, чтобы тесто было легче раскатывать и оно не стягивалось. Шаньги делают диаметром до 15 сантиметров. Ну и большие экземпляры тоже встречаются. У нас же получилось так, что вес кусочка теста совпадает с весом начинки. Раскатываем шарики теста до толщины около 1 сантиметра. Диаметр получился 11 сантиметров. Раскладываем их на противень на расстоянии друг от друга. Заметьте, что собранные в шаре кусочки теста при раскатке всегда образуют ровные края. Теперь поверх теста распределим картофель. Я его заранее поделила на 8 одинаковых частей. Оставляю совсем немного края теста без начинки. Это и есть второе отличие от ватрушек. То есть углубление для начинки не делается.
Остается смазать для румяной корочки шанги с картофелем, сливочным маслом и яичным желтком. Оставим на 15 минут, чтобы тесто поднялось перед выпечкой. От еще теплой начинки этот процесс будет быстрее. Между каждой, так как шанги еще заметно увеличатся, можно положить кусочки пергамента, чтобы тесто не слиплось между собой. Духовку разогреваем до температуры 200 градусов Цельсия. Выпекаем шанги до румяной корочки. Это занимает 20-25 минут. Почти готово. Получились они просто волшебные, румяные, красивые, пышные. Очень аппетитно пахнут. Смазываем горячее тесто по краям мягким сливочным маслом. Можно использовать и сметану. И давайте скорее пробовать. Разрезаем их сразу. И видно, что картофельная начинка получилась нежная, вкусная. Тесто приобрело хрустящую корочку, а внутри воздушное и пористое. Ну и в холодном виде картофель не твердый. Можно разогреть или есть так. Кстати, можно сравнить с пирожками с картошкой, но однозначно будет вкуснее, так как здесь картофель подрумянился. Советую и вам приготовить. Пока!